Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить очень страшное оружие. Это оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М. И не зря его боятся и в НАТО, и в Китае. Ну, а я буду пополнять свою коллекцию комплексов, надеюсь, вместе с вами. Итак, поехали. А на бокс-арте у нас изображена машина в боевом положении. Она стоит на аут-триггерах, и ракета направлена вверх. Интересно, что тут рядышком изображена уже стартовавшая ракета. Давайте теперь перевернем коробку. Из необычного я хочу отметить, что тут изображена как окрашенная и неокрашенная модель. И мы можем рассмотреть некоторые детали этого агрегата. Это модель в 72 масштабе, и она при этом имеет довольно много деталей, практически 250. И сборка обещает быть довольно сложной. А купить все необходимое для моделизма и пополнить свою коллекцию комплексов можно в магазине «Модельная лавка». Я там, кстати, регулярно закупаюсь и скоро приступлю к постройке пусковой установки .у, которую я нашла именно на «Модельной лавке». А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы не только сэкономите 500 рублей, но и помогаете развитию моего канала. Давайте приступать к сборке и посмотрим, что внутри коробки. Внутри у нас пакет с рамочками-лепниками. В наборе резиновые колеса, но у них единственное, мне кажется, довольно странный точечный протектор. Вот такая вот декаль, и она довольно скудная. Тут только номера, звезды и также вариант для парадного варианта этого комплекса. И в инструкции у нас 27 шагов, довольно много, учитывая еще кучу маленьких подшагов, как это часто бывает у звезды. Для тех, кто не знает, как клеить декали, тут все написано. Также мы начинаем сборку с шасси. Как интересно сделана ходовая часть, тут используется очень много мостов, которые имеют такую механическую передачу между собой. Ну а больше контента обо мне, вне моделизма или неудачные дубли моей Ну а больше контента обо мне вне моделизма и неудачные мои эмоциональные дубли вы можете найти на моей страничке на Boosty. А также вы можете поддержать там мою работу. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. А также большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня через функцию спонсорства и на YouTube, и через ВК-донат, и в моей группе ВК. Ссылочка на группу также есть в описании. А в группе я публикую мои текущие стройки и также работы моих зрителей. Я перехожу к установке двигателя, вставляю картонвал. И точки крепления сейчас смажу клеем. А теперь я закрываю моторное отделение, закрываю заднюю стенку, так, и верхнюю. Приступаем к сборке кабины, и здесь нужно поставить боковые стенки и переднюю. Приступаем, ориентируем как на схеме, то есть небольшое окно вперед, и стараемся попасть в пазы. Здесь есть небольшой паз снизу и сбоку, и эти места мы сейчас предварительно смажем клеем и соединяем пазики и стенки. Хорошенько прижимаем и равняем, чтобы здесь все были ровные углы и ровные поверхности. Теперь я перехожу к сборке днища пусковой установки и начинаем вот с этих двух деталей. Это B13 и B18. Еще раз примеряем точки соприкосновения. Так, и ставим маленькую деталь вот здесь. Теперь переходим к сборке внутренней части пусковой установки. И здесь такой отсек для ракет. И наш разделительный забор тоже устанавливаем в паз. Я приклеиваю борта пусковой установки и закрываю вот эти 3 ящика с помощью вот этой боковой панели. Собственно, эти ящики являются точками крепления этой детали. Мы с помощью клея промазываем эти места. Так, и прислоняем детали плотно друг к другу. Сейчас я перехожу к установке ракет, установке вооружения. И для этого мне нужно аккуратно
вот этим полукруглым штырем попасть в полукруглое отверстие внутри корпуса пусковой установки. Так, есть. Со второй ракеты делаю то же самое. А теперь я установлю все это на шасси, но клеить я пока не буду, так как шасси имеет несколько другой оттенок при покраске. И кабина тоже составная, так как эта часть является вот так продевается на двигатель, и сама кабина. Это моторно-трансмиссионное отделение и кабина. Все, сборка завершена. После промывки Искандера в мыльной воде я приступила к грунтовке модели. И делаю я это при помощи аэрозольных грунтов. В принципе, результат, который получается после грунтовки, меня вполне устраивает. А следующим шагом будет работа с черным цветом. Мне надо покрасить шасси, нижние части пусковой установки и многочисленные углубления. И делаю я это для того, чтобы потом на готовой модели не было видно следов неокрашенного грунта. Пусть лучше мелькает черный, он чаще встречается в природе, чем серые пятна. Обратите внимание, что модели звезды современной техники в 72 масштабе довольно сложны, и особенно для новичков. Но они для своего мелкого масштаба отлично проработаны в плане копийности, а для новичков я рекомендую присмотреться к моделям от звезды с маркировкой «Сборка без клея». Как правило, эти образцы техники периода Второй мировой войны, так что не пугайтесь. А с этой моделью у меня появился маленький косячок. Моторное отделение не получилось вставить правильно, но, судя по фотографиям готовой модели от других моделистов, я не одна столкнулась с этой проблемой. Защитным цветом окрашу модель, и тут я решила применить краски от Мачете, но пока у них довольно скудная палитра. Идеальным вариантом тут был бы оттенок NC1200, который есть у Dreamscale, но у меня сложилось неоднозначное мнение об их новой линейке спиртовых акриловых красок спустя какое-то время их применения. Так что мне пришлось намешать нужный оттенок из того, что имеется в палитре Мачете. Я смешала цвет 4BO, черный и коричневый, причем последние два оттенка я капнула в зеленый буквально пару капель. И финальный результат получился вроде бы даже отличный. И поработаю немножко лапками. Мне нужно кисточкой покрасить элементы салона кабины, огнетушители и, конечно же, двигатель. И тут я использую редкие и ироничные в этом видео акрилы от ICM. Основное назначение оперативного ракетного комплекса «Искандер» – это ликвидация систем ПВО и ПРО противника и других стратегических объектов. Он может поражать командные пункты, узлы связи, скопления войск и техники, артиллерию, корабли, самолеты и вертолеты на аэродромах. Дальность поражения оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» от 50 до 500 км, а по некоторым данным уже пройден предел в 650 км. Точность попадания составляет 5-7 метров, а благодаря своим особенностям «Искандер» способен маневрировать на всей траектории полета. И, по словам экспертов, «Искандеры» могут прорывать современные системы ПВО и ПРО вне зависимости от их количества возле цели. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Россия уже передала Белоруссии комплексы «Искандер», которые также могут выступать носителями тактического ядерного оружия, а о возможности их передачи сообщалось еще летом 2022 года, а в начале февраля прошлого года Министерство обороны Белоруссии сообщило, что их военные уже приступили к самостоятельной эксплуатации данного ракетного комплекса. По словам экспертов, территория Белоруссии значительно расширяет зону установки российских ударных систем на западном направлении. Это касается и тактического, и стратегического вооружения. По данным из открытых источников, ракеты «Искандера» могут нести ядерную боевую часть мощностью до 50 килотонн. Это примерно в 3 раза мощнее бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму. Она была 15 килотонн. Максимальная скорость полета «Искандера» не раскрывается, но известно, что она приближается к 10 махам, то есть к 12 тысячам километров в час. Заявленную дальность в 500 километров при такой скорости ракета «Искандера» преодолевает примерно за 4 минуты. Один удар тактического ядерного оружия предположительно может уничтожить цели на площади примерно в 1,5 на 1,5 километра. Смывкой темного цвета я выделю рельеф пусковой установки, а тут он довольно развит и интересен, поэтому эта процедура тут необходима. «Искандеры» могут применяться как индивидуально, так и при массированном ответно-встречном ударе, во время которого часть наиболее важных целей могут быть поражены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Носителями этого оружия выступают сверхзвуковые истребители МиГ-31.
Российское вооружение получило свое название в честь Александра Македонского, великого полководца, и на Востоке его называли Искандером. Это арабский вариант имени Александр, который означает «защищающий от злобных врагов», и ту же функцию защитника выполняет и российский ракетный комплекс. И в финале своей работы над татарским Александром я применяю метод сухой кисти, то есть при помощи масляной краски и широкой кисточки, которую я промокнула от краски в салфетку и хорошо ее вытерла, я пройдусь по всей модели. И вот такой комплекс у меня получился, и я его отправляю в свою коллекцию комплексов, и на этот раз в боевом положении. До новых встреч. Пока-пока.